Всем доброй ночи, друзья мои. В жизни происходят ситуации, когда реальная беда стучится в двери. И это не предчувствие только, точнее, совсем не предчувствие. Это реальная беда, которую человек в страхе ждет и понимает, что рано или поздно это может случиться. И мечется, не зная, что делать и как противостоять, как остановить. Если этот человек изучает мой канал, проводит ритуалы, заговоры, читает и так далее для себя, то, естественно, можно начитать себе защиту, можно начитать другие работы, которые будут оберегать, помогут. Однако есть такие страшные моменты в жизни, что заговор, ритуал, именно защитные и прочие, они не столько могут помочь, как хотелось бы, поскольку эта беда может быть ощутима. Например, на человека свалили какую-то недостачу или денежный долг, воровство. Приписали ему, и ему грозит просто тюремный срок, можно сказать. И я имею в виду, что этот ритуал проводится в тот момент и в тех случаях, когда в вашей жизни искусственно создают вам проблему. То есть это не при болезни, это не при каких-то телесных недугах. Это не тогда, когда ты взяла огромные кредиты и не знаешь, как отдавать. Хотя если, опять же, грозит срок или разорение, можно и при этом случае применить это, смягчить удар относительно. Но долг, конечно, никуда не денется. Или, предположим, вашего ребенка хотят обвинить в чем-то, да, и отправить надолго на места лишения свободы. Вы понимаете, что он этого не делал, и действительно это так, но у вас нет выхода, вы не знаете, как быть. Естественно, в таких случаях лучше обращаться к профессионалам, потому что мало ли у вас сил может не хватить. Но если у вас нет времени и нет возможности, вы можете взять и провести этот ритуал. Это проверено не раз и не два. Это останавливается. Решается таким образом, чтобы обошло вас стороной. Если это очень серьезная вещь, то вы можете обойтись малой кровью. Как говорят, легким испугом. Если это не настолько страшная беда, но в любом случае она для вас представляет опасность, угрозу. Например, если это закончится всего лишь увольнением или платой, да, какой-то недостачи, который на вас повесит. Это, скажем так, не смертельно, не трагедия. По крайней мере, это не тюрьма, и не смерть, и не преследование. Но тоже беда, тоже для человека беда, потому что тем более, если человек не виноват, и он не знает, как себя защитить, очень легко и просто сейчас в наше время людей подставляют, и всякое бывает. Поэтому как быть в этой ситуации? Как остановить беду? Вот она идет, продвигается уже, то есть надвигается, извиняюсь, уже идет на вас. И нужно что-то делать.
расскажу один случай, как этот ритуал помог женщине, которая работала бухгалтером в большом предприятии, и началась проверка. На самом деле, конечно, бухгалтера не настолько дураки, чтобы их могли подставить. Но, по крайней мере, ее начальница как бы не поставила ее в известность, что это и чем чревато. Она просто попросила ее подписать документы какие-то. Она за это получила деньги, но думала, что это как бы, ну так, полузаконно, и что последствий особо таких не будет. А начальница ее подставила. И в итоге пришли с проверкой, и все это свалили на ее голову. Ей грозил реальный срок от 3 до 5 лет. И мы с ней работали, но я ей сказала, что она может взять и дополнительно сделать этот ритуал. Поскольку мне это сейчас не нужно, поэтому я не буду показывать алтарь, не буду показывать, как проводить, потому что просто так нельзя проводить. Есть работы, ну вот денежные работы я могу как бы показать вам и научить, и самой в это время проводить, да, через экран, произносить эти слова, от них плохо не будет. Но если у человека нет такой необходимости и взять проводить такую работу, не нужно. Поскольку это... Ну, это неправильно, эти слова очень сильные. То же самое, как, например, взять и изгнать нищету. Вот, например, мне это не нужно в данный момент в моей жизни. Поэтому если я буду показывать все как следует, предположим, ну, у меня будут какие-то денежные потери, поскольку у меня нет этого, а я как бы произношу и провожу этот ритуал с вами. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли. Еще один момент. Не проводит этот ритуал для того, чтобы помочь там, не знаю, мужу не уйти из семьи, чтобы помочь мужу не пить, помочь сыну не играть в казино. Я объясняю еще раз и в миллионный раз. Беда, конкретная беда, которая надвигается на семью, на человека, угрозы, тюремное заключение, большие долги, преследования и так далее. Это беда. А то, что я перечислила, это слабость человеческая. Человек сам должен желать и хотеть. Только тогда ему можно помочь. Поэтому не лезьте, пожалуйста, подобными проблемами к силам. Они тоже не любят таких людей, не уважают. И не желают им помочь. Итак. Вам нужно купить зеркало. Зеркало круглое. В любой оправе, неважно, значит, пластмасса или дерево, но оно должно быть круглое, которое можно поставить на стол и начитывать. Размер этого зеркала не столь важен. Он может быть среднего размера. Но сильно большой не берите, вам будет неудобно. Черная материя столько, сколько нужно, чтобы закрыть это зеркало. Черная восковая свеча. Глядя в зеркало, значит, зажигайте в полной темноте свечу ночью 00:00 ночи до 3 ночи. Любой день. Смотрите в зеркало и читайте. Ну, вот, посмотрели, прочитали. То есть таким образом. Глядя в зеркало. И если в зеркале покажутся какие-то видения, как вам покажется, зеркало поменяет цвет, не надо бояться. Начитайте. Читайте 6 раз, глядя в зеркало. После чего
вам нужно потушить свечу пальцами или гасилкой и тут же закрыть черной материей. После этого вы зеркало открывать не должны. Ни в какую. Если откроете, вам нужно будет переделать. Зеркало тут же закрыли черной материей, завязали сзади таким образом, чтобы вообще открыть невозможно было. На следующий день вместе с этой свечой погасшей нужно унести и закопать подальше от дома. Закапывайте, значит, закрыли таким образом, чтобы не выкопали оттуда животные. Сейчас будет 1000 вопросов. Зима, а что делать, а как сделать? Не могу вам сказать, как и что делать. Заранее, значит, копайте там место, не знаю, налейте горячей воды, потом придете, положите это зеркало сверху, накройте землей. Каким-то образом это сделайте. Что я могу с этим поделать? Ну, есть города в наших странах, где вообще зимой снега не бывает, и земля не замерзает, там вообще тепло. Там можно копать и перекопать любое время года. Зеркало нужно закопать. Причем таким образом, чтобы именно зеркальная гладь была в земле, лицом туда. Сверху закрывайте. Свечу, да, тоже копайте вместе с зеркалом. Сверху закрывайте землей. Кидайте 6 монет и говорите: откупаюсь. И уходите. В это место вы не должны больше подходить. Поэтому закапывайте в такое место, где вы гулять не должны. Эта беда вас обойдет стороной. Так обойдет, что вы сами удивитесь. Она просто пройдет вас стороной. Что еще? При каких обстоятельствах? Судебные тяжбы. Ребенка пытаются отнять. Имущество хотят оттяпать. И прочее, прочее. Материальные, личные, там, когда касается вас, вашего физического существования, вашей свободы. Хотят повесить на вас долги и так далее. И в течение недели с чем-то все эти вопросы так решатся быстро друг за другом, что вы просто удивитесь. Почему я даю вам много ритуалов? Я уже говорила. У каждого человека своя энергия. У каждого человека совпадет с его энергией какой-либо ритуал. У каждого человека своя беда, у каждого человека свои проблемы. Такие сильные работы, трудно найти простому человеку. Есть много книг, есть много сайтов с ритуалами и так далее. Там не объяснено, там нет ключей. Там можно провести, он тебе еще и навредит. Понимаете, там не рассчитано на простого человека. Все эти ритуалы взятые, по частям выложенные, именно те, которые делали практики, ведьмы. Многие из них новоделы, да, но тоже на основе ритуалов ведьм. Поэтому такие работы, которые не проверены и не знакомы, человек даже не знает, как это надо делать, до конца не объясняется, в каких случаях применяется. Я вам даю ритуалы на все случаи жизни, чтобы они у вас были. Да, защита можно, морок и так далее, и так далее. Много всякого. Дарила и еще подарю. Но есть моменты, когда нужно просто эту беду отвести. Вот нет у вас времени сейчас куда-нибудь идти, просить помощи и так далее. Эту беду надо отвести. Беда ушла, вы тоже сделаете кому-то доброе дело. Откупитесь добром. Сделайте что-нибудь хорошее для людей, для кого-то, для нуждающихся людей и так далее. Не забывайте, что если вам помогли, вы тоже должны кому-то помочь. Если вы узнаете, конечно, что нужна помощь, и вы в силах это сделать. Итак, заговор. Называйте имя той ведьмы, которая вам дала этот заговор. Сколько бы лет ни прошло. Имя именно той ведьмы, потому что имя этого человека – это
Это как пропуск в мир духов. Вы называете ее имя, ради нее вам и помогают, понимаете? Это не вы просите, это не вы говорите, это она говорит, та, которая дала вам этот заговор. Это она с ними говорит, это она их просит, это она заступается, и узнав ее, от кого это? Вот как, например, ты идешь к человеку, там говоришь, я вот от такого-то человека, он, ну все, заходи, я тебе помогу. А если ты с улицы пришел, он может не помочь. Например, сказать, я откуда знаю, что за человек, какой-то подозрительный, знать не знаю. Поэтому в некоторых ритуалах название, имя ведьмы – это как пропуск. Я от такого-то человека. Вот ради этого человека помогите мне. Я здесь назову свое имя. Я надеюсь, что вы поняли, что имя называется той ведьмы, которую вам подарила. Естественно, я вам дарю. Словом ведьмы Инги, силой древних духов, огнем чары наведу, дымом окурю волшебное стекло. Дверь потайную открою в ней. Пройду через ту дверь, в поле туманное, посреди поля изба тайная, да от глаз людских сокрытая. Словом тайным, силой древней, изба-то появится. В той избе живет старуха-отшельница. За дубовым столом сидит, в тайную книгу смотрит. В той книге беда моя написана и печатью отмечена. Взмолюсь я той отшельнице, матушка, подсоби, беду отведи. Возьмет отшельница перо до чернила и беду мою перечеркнет, и печать сломает, и перепишет зло в добро. Была беда, а стало благо. Беда вычеркнута, закрыта и выкинута. Быть добру отныне. Как в той книге надпись исправлена, так и дело мое налажено. Словом сильным заклинаю. Свеча погаснет, дверь потайная закроется. Беда за дверью останется и скроется. Беда в зеркале состарится и навеки сгинет. Ключ, замок, язык, заклято. У меня еще невроз не прошел, поэтому я стараюсь говорить медленно, чтобы не мешать речи шмыганием, которое меня тоже раздражает. Надеюсь, вы понимаете это. Итак, еще раз. Словом ведьмы, силой древних духов, ведьмы имя называйте. Словом ведьмы Инги, силой древних духов, огнем чары наведу, дымом окурю волшебное стекло, дверь потайную открою в ней. Пройду через ту дверь в поле туманное, посреди поля изба тайная, да от глаз людских сокрытая. Словом тайным, силой древней, изба-то появится. В той избе живет старуха-отшельница, за дубовым столом сидит, в тайную книгу смотрит, в той книге беда моя написана и печатью отмечена. Взмолюсь я той отшельнице, матушка, подсоби, беду отведи. Возьмет отшельница перо до чернила, и беду мою перечеркнет, и печать сломает, и перепишет зло в добро. Была беда, а стало благо. Беда вычеркнута, закрыта и выкинута, быть добру отныне. Как в той книге надпись исправлена, так и дело мое налажено. Словом сильным заклинаю, свеча погаснет, дверь потайная закроется, беда за дверью останется и скроется. Беда в зеркале состарится, навеки сгинет. Ключ, замок, язык. Заклято. Словом ведьмы, силой древних духов, огнем чары наведу, дымом окурю волшебное стекло. Дверь потайную открою в ней. Пройду через ту дверь в поле туманное, посреди поля изба стоит, изба тайная, да от глаз людских сокрытая. Словом тайным, силой древней, изба-то появится. В той избе живет старуха-отшельница, за дубовым столом сидит, в тайную книгу смотрит. В той книге беда моя написана и печатью отмечена.
Взмолюсь я той отшельнице, матушка, подсоби, беду отведи. Возьмет отшельница перо до чернила и беду мою перечеркнет, и печать сломает, и перепишет зло в добро. Была беда, а стало благо. Беда вычеркнута, закрыта и выкинута, быть добру отныне. Как в той книге надпись исправлена, так и дело мое налажено. Словом сильным заклинаю, свеча погаснет, дверь потайная закроется. Беда за дверью останется и скроется. Беда в зеркале состарится и навеки сгинет. Ключ, замок, язык. Заклято. Проведите, и ваше дело за короткое время решится в вашу пользу. И благодарите богов. И делайте добро. Вам помогают, и вы кому-то помогите. Всем удачи!